Джордж Оруэлл, настоящее имя которого было Эрик Артур Блэр, родился 25 июня 1903 года в Мотихари, Британская Индия. Он был известным британским писателем, журналистом и литературным критиком. Оруэлл получил образование в школе Святого Киприана и Итонском колледже. С 1922 по 1927 год он служил в колониальной полиции Бирмы, после чего разочаровался в колониализме и начал писать. Личность обладает властью лишь настолько, насколько перестает быть личностью. В 1933 году Оруэлл опубликовал свою первую крупную работу «Фунты лиха» в Париже и Лондоне, в которой описал жизнь бедных в этих городах. В 1936 году он отправился в Испанию, где участвовал в гражданской войне на стороне республиканцев и был ранен. Человек, когда он один, то есть свободен, всегда терпит поражение. Ложь всегда оказывается на шаг впереди правды. Самые известные произведения Оруэлла – сатирическая повесть «Скотный двор» и антиутопический роман 1984. Эти работы сделали его одним из самых влиятельных писателей XX века. Оруэлл был ярым противником тоталитаризма и сторонником демократического социализма. Становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе. Свобода – это право говорить людям то, чего они не хотят слышать. Если чувствуешь, что есть смысл оставаться человеком, даже если это бесполезно, ты уже их победил. Во время Второй мировой войны Оруэлл работал на BBC и был литературным редактором социалистической газеты. Он умер 21 января 1950 года в Лондоне от туберкулеза. Вот несколько интересных фактов из биографии. Оруэлл взял псевдоним в честь реки Оруэлл. Это было сделано для того, чтобы отделить свою литературную деятельность от семейного имени. Британские власти подозревали его в симпатиях к коммунизму и вели за ним слежку почти до конца жизни. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. Вне человеческого сознания ничего не существует. В молодости Оруэлл был поклонником Герберта Уэллса, но позже стал критиковать его произведения. В СССР произведения Джорджа Оруэлла были запрещены до эпохи перестройки. Однако после публикации в журнале «Новый мир» в 1989 году роман 1984 стал широко известен и популярным в России. Многие предсказания из романа 1984 уже сбылись, что делает Оруэлла пророческим писателем в глазах многих читателей. Конец уже содержится в начале. Люди – бесконечно податливый материал. Где равенство, там есть место и здравомыслию. Благонадежность означает отсутствие мыслей, а точнее, отсутствие потребности в мыслях. Когда война становится бесконечной, она перестает быть опасной.
И чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Социологи подсчитали, что из 137 предсказаний, сделанных Оруэллом, около 100 уже сбылись. К ним относятся сексуальная революция, генная инженерия на службе тоталитаризма, тотальная слежка, программирование сознания масс, переписывание истории в соответствии с политической идеологией. Оруэлл также предсказал влияние СМИ на манипулирование общественным мнением. Кроме того, он предвидел тайные правительственные соглашения о локальных войнах. Оруэлл предупреждал об исчезновении поиска истины и о приоритете оружия массового поражения над производством необходимых товаров. Творчество Джорджа Оруэлла оказало огромное влияние на взгляды на мир и стало своего рода справочником для живущих в трудные времена.